Когда я сюда ехал, я задавал такой вопрос, ответ был: умереть не дадут в Никарагуа. И на сегодняшний момент медицина очень похожа на американские стандарты. Когда живешь в стране, надо менять отношение к жизни, ко многим вещам, например, ко времени, в принципе, как оно течет. То есть все, многие процессы, которые ты решаешь очень быстро в других странах, здесь ты будешь делать очень долго. Всем привет, это Никарагуа. Мы встретились с Дмитрием, сегодня он расскажет, как он здесь оказался. Поехали. Дмитрий, да, расскажи, пожалуйста, почему именно Никарагуа? Никарагуа, потому что я работал в российской компании, которая открыла международный проект в Никарагуа, и так получилось, что у меня выдалась возможность поучаствовать в этом проекте. Таким образом я оказался в Никарагуа. Хотя изначально должен был оказаться в Перу. Это частный проект? Это частный проект. А что за проект? Компания Йота. То есть вы здесь развиваете Йоту? Мы здесь до сих пор развиваем Йоту, да. Это было 15 лет назад. Российская компания Йота открыла дочернюю компанию в Никарагуа и до сих пор успешно развивается этот бизнес. Starlink не перебивает вас? Starlink пока запрещен, мы готовимся и наоборот хотим сотрудничать. То есть у него больше возможностей у Starlink, чем у Йота? У Starlink, это несколько другая ниша. Компания Йота это все-таки для интернет для городского жителя. Starlink по цене и по своим всем свойствам это для каких-то удаленных районов. Я думаю, что это было бы очень хорошим дополнением для нашей компании тоже. Поэтому мы ждем и рассматриваем не как конкурента, а скорее всего как дополнение к нашему сервису. Ну, а как ты считаешь, по твоему мнению, Starlink, наверное, будет не очень востребован, потому что он дорогой? Starlink имеет гибкую тарифную политику, насколько я знаю. Например, мы следим за странами Африки, как они позиционируют себя в регионах с низким ARPU, так называемым, да, это средний чек клиентский. И я думаю, что в Никарагуа они тоже адаптируются и найдут своего потребителя. То есть здесь у вас доп-офис, а главный офис в Москве? Нет. В 2014 году мы отделились полностью от компании Йота. Начинали как дочернее предприятие. Сейчас мы абсолютно самостоятельный юнит и никаким образом не зависим от головной компании в России, бывшей. То есть вы как бренд просто купили? Бренд мы не купили. У нас при разделении компаний существует договоренности. Марка сама у нас зарегистрирована на нашу никарагуанскую компанию. Внешне ничем не отличается? Внешне бренд-буки одинаковые, да. Я думаю, что существуют небольшие различия, но в общем и целом, я думаю, так потребитель вряд ли различит. Значит, ты здесь уже с нуля открытия компании работаешь? Я примерно опоздал на 6 месяцев. 6 месяцев. 6 месяцев, да. И если говорить про компанию, на сегодняшний день чего достигли? Насколько увеличился поток клиентов ваш? Мы сейчас по разным подсчетам либо третья компания в Никарагуа, либо вторая, в зависимости от того, как считать. По самым пессимистичным подсчетам мы третья компания, интернет-провайдер, и мы себя позиционируем как некое альтернативное решение, самое экономичное, самое дешевое для никарагуанского пользователя. И так скажем, раздражитель на рынке больших компаний, не даем им расслабиться, держим в тонусе. То есть вы низкие цены даете? Мы даем самые низкие цены, даем самые выгодные тарифы. Да. Вы в B2B и в B2C? В B2B и B2C. Также мы еще и являемся провайдером второго уровня. Мы предоставляем в некоторых регионах решения для местных локальных интернет-провайдеров. Закрываете все Никарагуа или только Солид? Не только все Никарагуа, но и Центральную Америку. Центральную Америку. Да, на Центральной Америке B2C, B2B.
рынок B2C и B2B в Никарагуа. Это какие страны? Гондурас абсолютно все, но активно присутствуем. Гондурас, Сальвадор, хотим вот Коста-Рику тоже. Но В Панаме есть? в Панаме тоже, да, можем сделать. Я просто не слышал в Панаме про Но вас. мы не являемся агрессивным таким игроком. Мы скорее эти страны как дополнение для региональных наших клиентов. То есть, если наш региональный клиент желает получить какой-то сервис в этих странах, мы это даем в течение нескольких дней. То есть у нас там инфраструктура, офисы продаж, все, процессы отлажены. Я могу у вас симку купить и пользоваться симкой по всей Центральной Америке? Нет, симка только локальная. А планируете вы расширить на Центральную Америку? Мы планируем не только на Центральную Америку, но и выйти на глобальный уровень. Это делается с помощью роуминговых соглашений, так называемых. То есть без собственной инфраструктуры, но планируем, естественно, да, заключать. Пока мы не доросли до этого. Какой Пока штат у вас? Сейчас штат в пределах где-то 300 человек работает в компании. Значит, возвращаясь в Никарагуа, ты приехал. Как тяжело было вообще адаптироваться в чужой стране? Мне было очень легко адаптироваться, потому что наш проект подразумевал привлечение экспатов, и я все процессы здесь я не проходил самостоятельно. Мой опыт, наверное, будет нерелевантен для людей, которые приезжают самостоятельно в страну, пытаются сами устроиться. Самые проблемные моменты, такие как легализация с точки миграционных процессов, Получение резиденции, прохождение резиденции, разрешение на работу. Да, все эти моменты. Я, конечно, ими занимался, но не самостоятельно. Этим занималась компания. Вы рассматриваете возможность переезда в страны Латинской Америки и не знаете, какую из них выбрать? Наш канал создан специально для вас. Мы предлагаем актуальную информацию о переездах и жизни за границей, а также полезные советы от русскоговорящих жителей разных стран. Подписавшись на наш канал, вы всегда будете в курсе последних новостей и сможете получить ответы на все интересующие вопросы. Пожалуйста, оставляйте ваши вопросы в комментариях. Мы с радостью ответим на них или зададим их нашему следующему гостю. Ваши комментарии помогут нам улучшить наш контент, сделав его еще более полезным и интересным. Мы очень ценим вашу поддержку, будь то распространение наших видео среди друзей или донаты. Ваша помощь позволяет нам продолжать путешествовать и делиться актуальной информацией о жизни за границей. Узнать больше о том, как поддержать наш проект, вы можете по ссылкам в описании. Спасибо, что остаетесь с нами. Но самому как тяжело было адаптироваться не с точки зрения документов, а вообще другая страна, менталитет, язык. Ну, это было 15 лет назад. 15 лет назад все было намного проще. Язык, да, язык это было серьезным препятствием. Я человек не склонный к быстрому изучению языков. Я знаю, есть люди, которым достаточно несколько недель адаптации, и они уже начинают немножко разговаривать на локальном языке, на местном языке. Я не такой. Мы, наверное, первый год занимались только корпоративными вопросами. Не было времени вообще на изучение языка, на изучение культуры. После пришло понимание, что без языка очень тяжело дальше развиваться. И, в принципе, некомфортно находиться в стране. И, наверное, это, как сказать, не очень вежливо по отношению к местной культуре, оставаясь в своем пузыре. И начали изучать. И до сих пор изучаем. До сих пор, конечно, каждый день, абсолютно. Процесс, наверное, для меня это бесконечно. А какое ты чувствуешь ощущение никарагуанцев к иностранцам? Как они вообще относятся? Очень позитивное отношение, всегда позитивно настроены. Никарагуанцы очень отзывчивые, готовы помогать. Я думаю, это, в принципе, латиноамериканская такая часть культуры. Я не встречал никогда какого-то негативного отношения. То есть нет такого негатива гринго там? Если и есть, то может быть в ироничном каком-то плане, но не в негативном. Я думаю, что, конечно же, встречаются любые националистические какие-то настроения, но это настолько маргинально, что я не замечал. Как вообще здесь с преступностью? Безопасно тут?
в общем и целом, как и в любой латиноамериканской стране, нужно соблюдать некоторые правила. Безопасно, но с оговорками. При соблюдении самых обычных правил можно жить, никогда не сталкиваясь с преступностью То есть абсолютно. есть какие-то зоны, Да, есть зоны, есть время, есть, наверное, места, где лучше не появляться, понятно. а какие вот эти места? Ну, я, к сожалению, наверное, плохой гид по этим местам, но существует там, если интересно, там ночная жизнь, понятное дело, что существуют местные локальные заведения, в которых, наверное, лучше не появляться. И все. Если мы про преступность начали, вопрос. Проституция здесь разрешена, запрещена? Запрещена, конечно же. А трава запрещена, разрешена? Запрещена очень. Вообще не советую связываться в странах. Они очень ревностно относятся к любым проявлениям наркотиков, потому что Никарагуа позиционирует себя как страна нетолерантна к потреблению наркотических веществ. Это как и на международном уровне ведут политику такую, так и внутри страны. То есть некоторые моменты, которые кажутся шалостью в других странах, например, ношение там какого-то количества небольшого наркотиков у себя в кармане, здесь караются очень жестоко. То есть попасть в тюрьму очень запросто. Даже иностранец попадет. Абсолютно никакой разницы нету. С удовольствием прячут в тюрьму, да. По поводу вопрос дронов. Почему здесь запрещены дроны? Это очень хороший вопрос, у меня нет на него ответа. Они официально существует регламент их использования. Но на понятийном уровне этот регламент настолько сложный, что с ним стараются не связываться, и дроны запрещены. По мне, так это больше от невозможности их контролировать. То есть в странах, где развита, в принципе, малая авиация, дроны пытаются контролировать, да, например, Российская Федерация, там существуют весовые категории дронов, существуют там, если, насколько я знаю, если превышают весовую категорию, то существуют институты, регулирующие полеты, можно пройти школу. Здесь просто инфраструктура не готова к этому, и они предпочитают ввести запретительные барьеры, чем пытаться вникать и регулировать. Просто не хватает ресурсов, я думаю, для регуляции. А я вот слышал, что правительство боится, правильно или нет? Что я слышал? Наверное, я не знаю. Ну, то есть там боятся какие-то теракты будут и так далее. Но у меня нет такой информации, не могу сказать. Наверное, я думаю, есть какой-то смысл в этих словах. То есть, когда ты регулируешь что-то, существует опасность чего-то. Наверное, есть какая-то, да. Какая может быть опасность от дрона? Наверное, там информация, теракты, еще что-то. Чтобы это как-то контролировать, ввели регуляцию, которую невозможно, в принципе, в никарагуанских реалиях следовать сейчас. Как вообще здесь с криптой? Пользуются криптой? Да, крипта на уровне населения местного, наверное, не популярна. Да, достаточно в зародыше. А иностранцы, да, конечно, активно пользуются. Но здесь нету таких больших предпосылок для использования крипты, потому что безналичные расчеты в абсолютном ходу, любые карточки, чеки, все что угодно. Перевод финансов не является проблемой для Никарагуа. Я могу, как турист, открыть здесь счет в банке? Сложно, но можно. Сложно. Существуют банки здесь не являются как банками Никарагуа. Они обычные банки сетевые, да, то есть в основном колумбийские банки, есть и национальные. Они все подчинены самым обычным процедурам открытия счетов. Соответственно, можно ориентироваться на процедуры открытия счетов в других странах. Например, в Мексике. Очень популярно открытие счетов в Мексике. Примерно будет то же самое. Со сбором, как это называется, рекомендаций, со сбором рекомендаций, с несколькими посещениями счет открыть можно. Я знаю такие прецеденты. Люди открывали. На сегодняшний день, сколько ты здесь уже живешь, насколько были глупые приказы, постановления правительства, которые мешают просто населению, не в пользу идут? Как-то
Я не припомню, честно. Глупые прям такие, которые... Режет тебя, да, вот глаз и такой, ой, что такое придумывали. Не припомню таких. Не припомню. Я вообще очень слабо за политикой слежу. Тут я знаю, конечно, кто президент, кто там премьер-министр. А дальше, если ты меня спросишь, там какие-нибудь министерства, как здесь законодательная, исполнительная власть устроена, я, к сожалению, не слежу за этим. Вы за границей, вдали от дома и нуждаетесь в медицинской помощи? Доверьтесь компании Росмедицина, вашему надежному партнеру в области здравоохранения. Мы специализируемся на предоставлении экстренной медицинской помощи в России и странах Латинской Америки. Наши главные приоритеты – здоровье и благополучие наших пациентов. Мы сотрудничаем с лучшими международными госпиталями и службами экстренной помощи, известным своим высоким уровнем медицинской экспертизы и современным оборудованием. Вы можете обратиться в страховую компанию и сообщить о желании получить медицинскую помощь в компании Росмедицина, согласно вашей страховой программы. При нескольких таких обращениях застрахованных ваша страховая компания заключит договор с нашей клиникой, чтобы вы могли напрямую обращаться в Росмедицина и ничего не доплачивать. Наши услуги включают экстренную госпитализацию и медицинскую эвакуацию, медицинский туризм, а также роды за границей с возможностью оформления второго гражданства для детей. 5 причин, почему стоит выбрать компанию Росмедицина. Первое. Лицензированная международная клиника с более чем 10-летним опытом работы. Второе. Возможность встречи и проводов пациентов в аэропорту на автомобиле скорой помощи. Третье. Предоставление медицинского самолета для транспортировки больных туристов на родину. Четвертое. Опытные травматологи-хирурги, специализирующиеся на реконструктивных операциях. Пятое. Возможность получения финансовых бонусов и компенсации расходов на лечение. Если вы нуждаетесь в экстренной медицинской помощи, доверьтесь компании Росмедицина. Медицинские специалисты сделают все, чтобы обеспечить вам максимальное спокойствие и уверенность в вашем лечении. Подробная информация в описании под этим видео. Ты с медициной наверняка Да, сталкивался. медицина сталкивался. Как здесь вообще, насколько качественно, некачественно? Когда я сюда ехал, я спрашивал, задавал такой вопрос, ответ был: умереть не дадут в Никарагуа. И на сегодняшний момент медицина очень похожа на американские стандарты. То есть, если ты ориентируешься на высокий уровень медицины, тебе обязательно нужна частная страховка. При наличии частной страховки медицина просто нашему советско-российскому менталитету и на недостижимом уровне находится. Существуют клиники, оборудованные по первому слову техники, операции проводятся абсолютно любые. К сожалению, пришлось сталкиваться, да не мне лично, а знакомым в семье были случаи на очень высоком уровне медицина, но частная. Если мы говорим про государственную медицину, существует несколько госпиталей очень, как правильно сказать, госпиталей, да, очень высокого уровня, госпиталей очень высокого уровня, но процедуры, которые тебе позволят там находиться, они несколько бюрократизированы, то есть нужно пройти там бюрократические всякие процедуры, и чтобы там оказаться. Если мы говорим про совершенно стандартные больницы, можно примерно ориентироваться на российскую глубинку. Примерно так. Ну, мне медицинскую помощь как туристу окажут? 100%. Можешь пройти в любую травму, в любой госпиталь, поставить прививку, никаких проблем вообще нет. Потом счет выставят? Нет, не выставят. Скорее всего, нет. Может быть, тебе выставят счет за какое-нибудь там лекарство, например, но за услуги, которые будут оказаны, точно нет. Частная медицина, она развивается местными бизнесменами, Да. или это иностранцы? Да, это местные бизнесмены. Здесь существует несколько, так сказать, семей никарагуанских, которые владеют разными бизнесами. И некоторые из этих семей развивают именно медицинский бизнес. Это в основном все местное. Окей. Какие минусы ты увидел за такой промежуток в жизни здесь? Я думаю, нам не хватит видео описать все минусы. Тебя прям триггерит. Знаешь, какая? Вот, меня очень сильно триггерит транспортная оторванность. Мне не нравится, как расположена Никарагуа по отношению к основным транспортным потокам. Например, чтобы улететь
в Европу. Да, это несколько пересадок и очень дорогие направления. А своей авиакомпании нет у них? В Никарагуа нет своей авиакомпании, да, это очень большая проблема. И правительство об этом вообще не думает? Ну, я думаю, думает, почему нет. Сейчас строят аэропорт новый, который позволит принимать через 2 года, обещают сдать. И что самое интересное, вот в Никарагуа, когда какой-нибудь проект крупный инфраструктурно делают, дорогу, либо развязки, в основном укладываются в сроки. Вот сейчас заложили строительство нового аэропорта и обещают закончить его через 2 года. Суть этого проекта возможность приема более дальних самолетов. Да, это делается с точки зрения туризма, развития туризма? Да просто, я думаю, это всего, понимаешь, сейчас же логистика очень сильно завязана на авиа, поэтому я думаю, это большой блок такой, большая проблема в Никарагуа. Но сейчас все основные туристы даже добираются через Сан-Хосе. Да, сейчас очень тяжело добраться. Либо очень дорого, скажем так. Сан-Хосе – это основной гейт для туристов. Окей, первое, логистика. Еще логистика. Какие? Наверное, мне сейчас начинает казаться не очень оптимальный климат. Раньше я кайфовал от очень высокой температуры. Вот сейчас мы сидим в тени, там 33 градуса, 30, наверное, 5 уже, я думаю, градусов. И, конечно же, это, на мой взгляд, уже немножко дискомфортно становится. Какие еще минусы? То есть ты хочешь сказать, климат поменялся? Нет, мне кажется, мое отношение к нему поменялось. Что раньше 35, мне казалось, это самое то, что надо. А ты сам откуда родом? Я родился вообще в Сибири. Ну ты из Сибири приехал? Не, я приехал не из Сибири, я родился в Сибири, жил на Дальнем Востоке, учился в Санкт-Петербурге. И из Ну, как раз у тебя приехал. такие города, холод, Питер тоже. Питер, да. Наверное, там охладился, и мне хватило на 15 лет. Сейчас я думаю, да. Окей, еще есть у тебя минусы какие-то? Просто ты застал врасплох меня таким вопросом. Минусов однозначно очень много в Никарагуа. Ну, я думаю, что надо менять, когда живешь в стране, надо менять отношение к жизни, ко многим вещам, например, ко времени, в принципе, как оно течет. То есть все, что многие процессы, которые ты решаешь очень быстро в других странах, здесь ты будешь делать очень долго. Там ремонт, строительство, практически все, я думаю. То есть они медленные? Да, они очень медленные, они требуют очень много от тебя лично от тебя присутствия, контроля. И раньше, наверное, я бы сказал, это большой минус, просто меня это очень сильно беспокоит. А сейчас я, наверное, поменял свое отношение к этому и уже не рассматриваю это как какой-то минус. Помимо Никарагуа ты много стран посещал? Ну, как турист. Так как вы развиваете Центральную Америку, наверняка ты их посещал. Ну, я не посещал, да, я, конечно же, посещал, но больше, когда как там какие-то небольшие такие бизнес-поездки, как туризм, но никогда не рассматривал как-то серьезно с точки зрения постоянного проживания. А почему тебя держит именно Никарагуа? Работа или что-то? Да, проект в основном, проект. И я не вижу большого преимущества сейчас пока переезда в странах, где можно было бы продолжать проект. Для меня они примерно одинаково получаются. Мне не дадут примерно то же самое. Окей, если не работа, какую страну ты бы сейчас выбрал? Я бы хотел какую-нибудь европейскую страну рассмотреть с точки зрения опыта проживания, наверное. В Европе ты не жил? Я никогда не жил в Европе, я максимум, наверное, жил там месяц в Европе. Но тоже как турист. Это пугает то, что сейчас там в Европе так творится? Пугает, да, поэтому мы здесь, потому что мы до ковида, до того, как начался ковид, серьезно рассматривали переезд, а потом вот приостановились после всего этого. Потому что здесь... Например, тот же самый ковид переживался совершенно по-другому. Здесь не было таких жестких ограничений. Здесь люди чувствовали достаточно свободно себя. Правительство объявило, как они называли это, бесковидный пузырь. Здесь туристов принимали свободно, местное население жило. В то время как наши друзья в Испании, например, сидели взаперти там годами. И, конечно же, это очень тяжело было. Хотите узнать больше о моем движении? О том, с кем я встречаюсь или в какой стране нахожусь, подписывайтесь.
и задавайте свои вопросы в нашем телеграм-канале Кажан17. И я постараюсь учесть их на следующей съемке подкаста. Буду рад видеть вас в наших каналах, ссылки на которые есть в описании. Жду ваших подписок и комментариев. Туристический бизнес развился за 15 лет? За 15 лет, ну, не так, наверное, сильно, как хотелось бы. Наверное, не очень сильно. Ну, здесь на сегодняшний день, так же, как в странах Латинской Америки, по родам можно получить гражданство, правильно? Rебенок получает Да. по факту рождения на земле. А да. родители также получают сразу или какой-то промежуток времени? Нет. Для родителей существует следующее правило. Во-первых, нужно легально иметь резиденцию постоянную. Это сразу же не так легко получить. Постоянная – это 5-летняя резиденция, которая дает тебе право на работу, которая практически как это вид на жительство, получается, но имеет ограничение 5-летнее. И по этой резиденции прожить 2 года. И тогда по закону можно подавать на получение паспорта. А есть какие-то привилегии для родителей, если ребенок здесь родился? В принципе нету, потому что здесь иностранец имеет практически те же самые права, как и местные. То есть даже не имея резиденции, здесь можно участвовать в бизнесе, покупать недвижимость, никаких различий с местным населением нету. Поэтому ну, какие привилегии могут дать, в принципе, уже все дается. В том плане, вот родители, значит, приехали в Никарагуа, родился ребенок получил гражданство. Родители сразу получают ПМЖ или вопросы ПМЖ они самостоятельно решают? Нет, вопрос ПМЖ получают ПМЖ. Получают ПМЖ, да. В моменте или через какой-то промежуток? Через какой-то промежуток времени, потому что рассмотрение занимает, ну давай говорить реальными цифрами, около полугода. То есть в течение года-двух они получат ПМЖ? Ну, раньше, конечно. Раньше. Но они могут здесь находиться легально, пока родился ребенок? Когда по закону Никарагуа в момент подачи на ПМЖ и когда государство принимает у тебя, тебе выдается документ, по которому ты можешь жить бесконечное время. То есть ты везде показываешь эту бумажку? Ну, да. Эта бумажка действует на въезд в Никарагуа, которая является эквивалентом, как один из документов, подтверждающий твое легальное присутствие здесь. Как ты считаешь, туризм здесь не так развивается, потому что и на въезде в Никарагуа такая жесткая проверка, или почему? Ну, один из, да, потому что, во-первых, это транспортная доступность. Это сразу отсекает огромное количество туристов, которые, наверное, может быть, и хотели бы, но не имеют физической возможности добраться. Здесь, объективно, либо очень дорого, либо очень сложно зайти сюда. Тем более только что говорили, что самолеты тоже как бы не летают. Ну да, здесь направление, там США, например. Очень легко, хорошая транспортная доступность США, но очень многие туристы не хотят путешествовать через США по разным причинам. У кого-то виз нет просто. Например, нету визы, да. Европейцы тоже не очень любят с заполнением документов и заполнением онлайн вот этих всех процедур своих. Это раз. Второе, наверное, очень недостаточная маркетинговая, наверное, политика страны. Раньше, в 2015-2016 году, я отмечал невероятный какой-то всплеск именно маркетинговый присутствие Никарагуа в разных выставках, журналах туристических Канады и США. И, конечно, давала свои плоды. Сейчас, мне кажется, этого намного меньше. Понятно, что. И также Никарагуа, по-моему, до сих пор находится в списках нежелательных к посещению в США, в Канаде, в странах. В России как? Да, я не знаю, я думаю, что, конечно же, в списках, первых списках к посещению, потому что я знаю, что Россия пытается наладить прямые, не как прямые, через Кубу, имеется в виду прямой билет. Сюда полеты есть, я думаю, что... А ты сам давно был в России? Давно, где-то около 3 лет назад, наверное, 4. Ну да, я бы хотел, конечно.
думаю, что надо уже поехать. В заключение, твои рекомендации все-таки людям, которые посчитали кучу инфы в интернете, Никарагуа, там, Сальвадор и так далее, но хотят вот посетить Никарагуа, что бы ты рекомендовал, чтобы это благополучно для них было и спокойно? Ну, не беспокоиться, во-первых. Никарагуа не является каким-то экстремальным направлением, даже наоборот. Я думаю, из всех стран, которые ты перечислил, Никарагуа, наверное, самое спокойное абсолютно направление. То есть прекрасная инфраструктура для отдыха, пляжи, любые направления Карибы я рекомендую. Озер много. Озера, Тихий океан. Наверное, чуть-чуть подготовиться к жаре, наверное, непривычно. Взять очень, попробовать разные типы крема. Крем обязательно вообще. Что еще? Наверное, не ограничиваться какими-то банальными направлениями. В Никарагуа очень много скрытых жемчужин, типа подъемов на вулканы, спуски в каньоны, наоборот, которые намного интереснее, чем просто валяться на пляже на океане, наверное. И расслабиться. К сожалению, эти страны... Есть такой стереотип еще, что Латинская Америка очень дешевое направление. Я думаю, что это совершенно не так. И готовиться финансово, наверное, более серьезно, чем описано во многих Взять побольше интернет-источниках. деньжат. Готовиться, да. Что, может быть, вас неприятно удивят расценки местные. На некоторые элементы. Не все. Не все. Но что-то дорогое. Да. Если вы не получили ответов на свои вопросы, не расстраивайтесь. Оставляйте в комментариях и подписывайтесь на наш канал. Мы обсуждаем вопросы подписчиков в новых подкастах с жителями Латинской Америки. Жду ваших комментариев, дорогие подписчики.